Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о эстрадном певце и члене комитета Льве Лещенко и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Вчера вечером было завершено уголовное дело о нападении на члена комитета известного певца Льва Лещенко. Месяц назад Лев Валерьянович, находясь в служебной командировке в поезде Уфа-Челябинск, подвергся нападению. Лев Валерьянович заступился за двух женщин в вагон-ресторане, которых оскорбляли хулиганы, однако сам получил тяжелые увечья. Четверо преступников сначала избили 82-летнего артиста, а потом сбросили его с поезда. Все исполнители и заказчики преступления против Льва Лещенко получили заслуженное наказание. Четверо из них погибли в тюремной камере, а еще четверо отправились за решетку. Однако для самого Льва Лещенко происшествие закончилось настоящей трагедией. За целый месяц врачи не смогли поставить на ноги известного артиста. И на данный момент Лев Валерьянович находится в критическом состоянии. В связи с безнадежным положением артиста сегодня утром в институт Склифосовского, где находится Лев Лещенко, прибыли Никита Михалков, члены комитета, и супруга известного артиста Ирина Лещенко. Врачи института Склифосовского сделали все, что могли, однако организм 82-летнего артиста, получивший тяжелые ранения и травмы при нападении, не может справиться со страшным недугом. К слову сказать, что даже в случае положительного исхода у Льва Лещенко может быть ампутирована правая конечность в результате обморожения, которое он получил при трагическом происшествии. Напомним, что главными заказчиками преступления оказались крупные полицейские чины из Республики Башкортостан, ведь Лев Лещенко направлялся с антикоррупционной проверкой в город Уфа. Однако справедливость восторжествовала. Данные чиновники находятся за решеткой в ожидании суда. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Известных российских актеров Михаила Пореченкова и Сергея Селина приняли в антикоррупционный комитет с испытательным сроком на 1 месяц. Данным артистам совместно с полицией будет доверена проверка ночных заведений в городах Москве и Санкт-Петербурге. Семья Агаларовых по-прежнему находится под стражей по обвинению в заказном преступлении против антикоррупционного комитета и актера Константина Хабенского. Бизнесменам грозит уголовное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает о чрезвычайном происшествии на свадьбе средней дочери известного певца Валерия Меладзе. Во время праздничного застолья отравились 24 гостя. Причина происшествия уточняется. Возбуждено уголовное дело. Центральный суд города Москвы приговорил 8 бывших участников телепроекта «Дом-2» к 8 годам лишения свободы за дезертирство из зоны спецоперации. Год назад участники телепроекта были отправлены на спецоперацию, однако спустя некоторое время без разрешения командования они покинули воинскую часть и скрылись в неизвестном направлении. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.